Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика будет посвящена туризму в Испании. И так как многие, может быть, из вас знают, 1 февраля Испания открыла таки, наконец, туристический сезон. И те нормы, о которых они сообщили для въезда, необходимые для граждан ЕС и не для граждан ЕС, о них мы уже рассказывали. Можете смотреть вот это видео. Вы узнаете много полезной информации, как попасть сейчас в Испанию на отдых. И немножечко мы коснемся сегодня этой темы, расскажем вам, какие туристы приезжают сейчас в Испанию, вообще сколько здесь туристов, много или мало, и вообще что с туризмом. Так что, кому интересно, смотрите дальше наше видео. А мы, друзья, сегодня приехали специально на пляж, очень красиво и уютно. Здесь длинная береговая линия, он называется Миль Пальмерас. Многие из вас, может быть, знают, кто здесь отдыхал. В этом году очень теплая зима, теплый февраль. Вот сегодня температура где-то 17-20 градусов. Многие уже туристы, которые приезжают, они ходят в летних одеждах. И, в общем-то, пляжный сезон для некоторых открылся. Мы уже сами открыли немножечко этот пляжный сезон с Алексеем пару дней назад. Отдыхали на пляже и даже заходили в воду ногами. Вода еще, кстати, прохладная, но туристов это нисколечко не пугает. Итак, что же у нас с туризмом? Вы спросите, кто сейчас приезжает туристами? Вот с Алексеем мы, когда едем по дорогу, мы видим очень много машин, которые приехали из Германии, из Нидерландов, из Италии, из Франции, из Бельгии. И вот на днях у нас приехали соседи большим таким коллективом. Они приехали из Швеции в нашу урбанизацию. Кто-то хозяева квартир, кто-то просто сняли, арендовали квартиры. Но когда вот это вот 1 февральское открытие туристического сезона в Испании началось, действительно приехало очень много туристов. Ну и что еще самое интересное, для комфорта туристов, в принципе, в феврале у нас отменены маски на улицах, как мы уже вам это рассказывали. Есть регионы, которые отменяют вообще применение QR-кодов для входа в рестораны, для входа в различные другие заведения. Вот, например, регион Мурсия уже это отменил и поговаривает, что с 1 марта Валенсиану тоже будет отменять эти QR-коды. Это увеличивает приток туристов, туристам становится комфортнее. Но мы заметили, что многие из Евросоюза туристы все-таки предпочитают приезжать на своих частных автомобилях. Многие отдыхают здесь с детьми. Вероятно, тоже какие-то такие зимние февральские каникулы есть в Европе, может быть. Прямо на пляже мы видели много семей с детьми, с малышами. И многие предпочитают путешествовать, туристы из Европы, на своих автодомах, на караванах. И здесь достаточно их много, стоит только вот повернуть голову немножечко в ту сторону, и можно увидеть множество автодомов, которые стоят здесь и которые приехали на отдых сюда, вот на это прекрасное побережье Испании. Кстати, друзья, самое интересное, я совсем недавно заинтересовался поездками по Европе и стал смотреть различные авиакомпании. Ну, в частности, нас интересовала Финляндия, и что удивило, что в Финляндии очень много добавилось авиарейсов, и добавились авиакомпании. Раньше мы летали на Norwegian Air, сейчас летает также в Аликанте Finnair и летает Ryanair. Цены очень удивили. Ryanair стоит на март месяц 28 евро билет на человека, Finnair стоит 30 евро и Norwegian, ну, можно дешево-сердито, там от 60 до 70 евро. Это достаточно доступно для того, чтобы путешествовать по Европе.
Ну и, как я уже сказала, многие путешествуют с маленькими детьми, многие путешествуют со своими четвероногими животными. То есть это тоже очень комфортно и хорошо, и достаточно удобное размещение в Испании, что можно снять апартаменты, не обязательно останавливаться в отеле. Этим как бы Испания отличается от Турции, что в Турции сеть отелей all-inclusive, а здесь в основном люди снимают вот на побережье, снимают апартаменты, живут, сами себе готовят, и во многих из них можно останавливаться с четвероногими друзьями. Поэтому люди едут на караванах, люди едут на своих машинах, конечно же, летят на самолетах. Мы видим, что, проезжая мимо аэропорта Аликанте, что там больше рейсов, больше самолетов. Ну, вот такая вот ситуация у нас с туризмом, что касательно туристов из стран Евросоюза. Ну, на вопрос, путешествуют ли наши туристы сейчас и как, собственно говоря, приехать в Испанию, как сейчас заехать в Испанию, опять-таки могу сказать, что смотрите наше видео о тех нормах и требованиях, которые Испания озвучила с 1 февраля для въезда туристов из стран, в том числе не Евросоюза. Ничего другого мы вам сказать, наверное, на сегодняшний день не можем. Особо большого количества наших туристов мы вот так вот, наверное, не видим на улицах. В основном это туристы из Евросоюза. Это Швеция, это Нидерланды, это Германия и Бельгия. Вот это большинство туристов, которые приехали, сейчас отдыхают. Конечно, это много пенсионеров, им здесь очень комфортно зимовать, потому что нет снега, много солнышка, дешевые фрукты, овощи и удобно перемещаться. Ну а что в Испании все время, постоянно, что здесь без изменений? Это море и солнышко. Это вот белый, чистый, хороший песочек и хорошая погода. Потому что сейчас, вы не поверите, сейчас февраль, сегодня у нас 19 февраля, суббота, погода 20 градусов. Мы, можно сказать, в летних одеждах, все цветет и пахнет. Масса птиц, масса всего приятного, чистое голубое небо. Ну а мы предлагаем вам, друзья, пройтись немножечко к морю. Дарим вам эту маленькую еще прогулочку в конце нашего видео, чтобы поднять вам настроение, чтобы у вас было все позитивно и хорошо, несмотря ни на что. Так что давайте прогуляемся, спустимся к водичке и пройдем немножечко по пляжу. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте к морю. А вдоль моря ходят туристы, видите, с палочками. Скандинавская ходьба очень полезна и популярна как в Финляндии, так и в Швеции. Здесь тоже многие люди приезжают со своими палочками. И рыбаки выходят на берег моря, чтобы ловить рыбу. Вот такая у нас сегодня обстановка. Ну, а кто-то ищет клады. Только кладов нам не надо. За то, чтобы в синем море не тонули корабли. Ну а мы, друзья, как всегда, желаем вам хорошего настроения, бодрости духа, всего самого наилучшего. Не болейте. Всем пока-пока. Увидимся вновь на нашем канале, в новых наших роликах. Beep.